что? Ну вот, в принципе, видите, то, что мы сейчас играем против малоизученного сегмента. Поэтому уже можно, в принципе, понять то, что мы, скорее всего, победим. Просто потому, что мы привыкли играть по какой-то конкретной тактике, и это не примейд. Потому что Blizzard уже давно починили ту самую штуку, которая позволяла примейдам хорошо и легко координировать свои действия, регистрируясь вместе. Итак, шаг первый. По сути, вся армия наша, Альянса, она подходит к кладбищу, к самому крайнему кладбищу Альянса, вот, которое находится здесь, возле бункера Балинды. Бункер Балинды находится внизу. Мы тут прячемся за горочкой, чтобы никто нас не видел. И, по сути, ждем. Ждем Орду, которая, как обычно, просто тупо идет прямо по центру. И сначала она берет наш бункер первый, а потом забегает всей толпой в Балинте. Ну, а мы ждем. Ждем, пока они подбегут, и мы потом в них влетаем. По сути, ничего сложного. Так, сигнал уже дают. Дают понять то, что пора выступать. Вон Орда. Все как обычно. Да, некоторые идут, в основном идут по одной стороне, вот с того края, а есть та часть, которая приходит с этого края. Я обычно вот так же тут стою и жду уже тех, Слишком далеко. Я пока не могу прочитать это заклинание. которые пойдут сюда. Это заклинание еще не готово. Я пока не могу Всё, использовать изи. эту способность. В принципе, можно даже последить за количеством подкреплений. О, первый человек уже ушел. Вот, кстати, вышел дезертир, уже вышел из поля боя. И это какой-то баг у Blizzard, не знаю. Некоторые уже игроки об этом говорили, то что вот человек считается как дезертир, но все еще стоит на месте на поле. Так вот, можно уже посудить по подкреплениям, то что у нас вот ни один человек не погиб. Все живы, абсолютно все. Никто просто не погиб при первом боестолкновении с Ордой. А у них уже 574. То есть, ну, все прекрасно видно, что и как. Не достаю, слишком близко. Мне нужна цель. Все очень просто. Так, значит, мы выполнили первый шаг. Мы сокрушили их силы у Балинды. Потом мы оттолкнули их дальше. Обратно вернули свой бункер. И теперь просто вот идем по всей вот этой линии фронта. Отодвигаем их назад. По большей части стараемся, конечно же, находить всех ордынцев, которые бегают там, я не знаю, ну где-нибудь там вот условно в углу. Прячутся как партизаны. И мы их стараемся каждого по одному вылавливать, чтобы они не смогли пробежать на нашу территорию и, соответственно, брать наши бункеры. Так, потихоньку, во-первых, мы идем к самым крайним кладбищам Орды. Вот, как видите, уже их захватили, я уже даже не успеваю. Я уже даже не успеваю комментировать. А шаг второй, параллельный, ну или как получится, мы идем на капитана Гальвангара, которого уже, кстати, тоже убили, судя по подкреплениям, да, потому что пошла целая армия, но довольно часто бывает так, что практически никто туда не идет. Бывает там, допустим, вот я пойду и приходится немножко потанчить, хоть и я играю за Фрост ДК. То есть я не танк. В общем, убили Гальвангара, осадили первое кладбище. И дальше все как обычно. Уже стандартная стратегия, как и у всех. Берем вот вышку, осаждаем ее. Кто-то, если хочет, остается, но бывает так, что никто не остается, и все просто идут дальше.
дальше мы просто их вылавливаем. Берем следующую вышку. И при крайнем удачном стечении обстоятельств, то есть если Орда совсем, ну никак вообще не может сопротивляться, мы очень быстро продвигаемся и подходим к их вторым кладбищам. Так, Нужно подойти сейчас поближе. Я пока не могу немножечко прочитать. поработать. Слишком далеко. Как видите, уже с двух сторон они пытаются пробежать мимо. Такое тоже довольно частенько бывает. Потому что это их как бы основной путь и есть. Как они начинаются. Ой. Впрочем, вот смотрим. Значит, уже вот 7 минут прошло. Мы дошли до их второго кладбища, вот этого вот. И здесь тактика заключается в том, то, что наши ребята просто их отталкивают прям на самый-самый спаун. И тут мы, по сути, фармим кучами. Всё. Это, скажем так, ну не знаю, ну, наверное, третий большой такой шаг. Отодвинуть большую часть Орды именно на это кладбище и просто тут уже фармить Хонор. В этом отличается, я бы сказал, вот большая разница тактики нашей русскоязычных игроков и европейских. Потому что европейцы, они обычно просто бегут на скорость. Кто быстрее сожжет вышки, кто быстрее дойдет до ласт босса и убьет его, тот и победит. Но по большому счету я заметил то, что когда они добегают до самой конечной базы, они просто АФК стоят и ждут, пока сгорят все вышки. Ведь нужно еще понимать то, что есть шанс, то, что вышки обратно вернут. Это заклинание Пусть. еще не готово. По-моему, было недавно сообщение, то, что что-то вернули обратно. Ну да ладно. А мы, считай, время не тратим зря. Мы заодно фармим Хоноры. Именно благодаря этому я вот смог прокачаться с 61 до 70 довольно быстро на победах Альтеракской долины, потому что мы имеем 50% бонус во время припатча. И опыт получаем за убийство мини-босса и сожжение вышек. Ну и плюс, естественно, я успел набить себе кап Хонора, который уже успел потратить себе, уже полностью вот оделся за Хонор. Сейчас вот пытаюсь набить еще раз кап для уже 80-го левела, когда выйдет ЛК. Сейчас вот у меня 25. В общем, да, время зря мы не тратим, мы просто фармим до определенного числа, где-то до 200-100 подкреплений. И если в нашем рейде все нормальные люди понимают, что нужно и как нужно делать, то они заранее не берут это кладбище. Но бывает, естественно, и тролли разные, поэтому тут хочется еще раз повторить то, что это не примейт, просто люди уже привыкли к тому факту, то, что нужно играть сообща, чтобы именно победить. Поэтому мы, по сути, играем на победу. Так. Вот, видите, как видите, все-таки кто-то смог проскользнуть. Надо сжигать наши вышки, поэтому... Тут, ну, кто-то, в принципе, иногда возвращается у нас на базу и в этом случае возвращает их обратно. Это не обязательно, потому что это, ну, редко когда изменит кто-то. Допустим, за все поля боя, а у меня вот есть достижение. Где оно, где оно? Вот, да, держите 100 побед. То есть я уже набрал куда больше, чем 100 побед на Альтеракской долине. И из всех-всех-всех игр где-то, ну, процентов 10 мы, наверное, проиграли. Может быть, какая-нибудь только одна игра была лишь просто потому, что, да, мы действительно там пропустили ордынских ребят, и они нам сожгли все и победили. Но это вот может быть только один такой случай. А так, в основном, мы проигрываем только тогда, когда против нас играет русскоязычная орда, потому что они единственные, которые знают об этой тактике, и они играют тоже по своей тактике. Но это не значит то, что русская орда тоже всегда побеждает. Это не так. Мы также побеждали.
В общем, да. То кладбище мы уже тоже осадили, потому что подкрепление у Орды заканчивается, поэтому мы пришли к ним уже на базу и делаем последние, скажем так, движения. Начинаем сжигать их вышки, берем их кладбище. Хотя обычно мы еще подходим к этому кладбищу и там их фармим. И тут уже вот начинается тот самый понятный для всех геймплей. То есть мы просто теперь ждем или нападаем на Драктара. В этот раз мы решили рискнуть. Ну, в принципе, да, тут тоже можно нападать. Как-то так. Вот и все. 12 минут.